Что вы видите на этой картине? Морские камни, которые играют с водой, а на этой? Абстрактные цветовые композиции создают особое поле для воображения. Мы смотрим на картину и видим не только внешний объект, мы видим свой внутренний мир. Занятия живописью и созерцание цветовой гармонии развивают наш эмоциональный интеллект. Кроме того, нам дана удивительная способность видеть картины в своих сновидениях. У нас есть внутренний свет каждого. И вибрация этого внутреннего света и цветовая гамма, которую он может себе позволить, от эйфории до серых депрессивных, от аффективных, ярких цветов, зависит от состояния его души. Насколько энергия внутренне наполнена этим светом. Наталья Новикова, аналитический психолог и художник, много лет изучает влияние цвета на психику. Наш маленький внутренний свет, он, конечно, очень важен для каждого. Если мне надо проработать свои чувства, то, безусловно, я иду за собой. Я беру ту краску, которая сейчас меня зовет. И я начинаю манипулировать на палитре с этим цветом. Игра фактурой и цветом создает какое-то пространство. И потрясающе то, что это пространство, которое получается, потому что цвет подбирает тот человек, который это делает, и это как будто его мир, его души, и он открывается. Наши сны – это живые картины бессознательного. Расшифровать послание души помогает цвет самого сновидения. Есть такие инструменты, когда можно прямо в сновидении осознавать, что ты спишь, и что этот сон есть, и ты как будто такое наблюдающее эго со стороны наблюдаешь, что ты там видишь. У меня лично мои сновидения, они разные по цвету. И я стала их называть. Это у меня белое сновидение, это у меня серое сновидение, это у меня цветное сновидение. Безусловно, в сновидении есть сюжет, но цвет дает вот это самое чувство, которое передает сон. Если сон, конечно, мрачный, серый, в каких-то таких пятнах, очень таких сложных, там нет цвета, это очень такое депрессивное состояние. А я столкнулась со своим удивительным миром белых снов. Белый сон – это сон, в котором такая графика, но очень светлая. Все белые, только маленькие такие разводы теней, и фигуры белые, и лошади белые, все белое. Белые сны говорили о замораживании чувств, о переживаниях, которые были у сновидицы в детстве. И как только сны были расшифрованы, они начали меняться. И вот это замораживание, вот оно в этих белых снах вот таким образом отражалось. И это расколдовывание постепенно, как этот белый сон менялся, и как там появлялся один цвет, второй, менялись фигуры, и вдруг он расцвечивался постепенно. Вот это расколдовывание я наблюдала прямо в своем сновидении. Еще один из способов диалога с внутренним миром – рисование сновидений. Если рисовать свой сон, можно даже пока не про цвет говорить, а просто про карандаш, вспоминая сюжет сна и про то, что там было. Вот это дорисовывание, дособирание сна в каких-то мелочах своих, оно как бы разворачивает более смыслово саму картинку сна. И ты его начинаешь читать. И вот это чтение сна, оно очень полезно, потому что он тогда не будет повторяться. Ты его как бы внутри прожил, проработал, прочитал, ты понял, про что это. Огромный опыт работы с цветом и фактурой, с рисунками пациентов и их сновидениями привел Наталью к созданию уникальной методики ассоциативно-проективных открыток. Я назвала это эмоциональный колорит. Эмоции наши, мы говорим там красный, зеленый, но зеленый – это спектр, красный – это спектр. А когда они в смеси, они создают теплый или холодный колорит. И вот эта вот колористическая составляющая, гармония разных оттенков, она и дает эмоциональную вибрацию. На открытках цветовые пятна и линии, которые вызывают разные ассоциации. Человек смотрит на изображение и в абстракциях видит что-то из своего внутреннего мира, а потом переворачивает открытку, и восприятие меняется. Внутри она насыщена еще фактурой. Человек сам награждает эту фактуру каким-то образом и создает свое пространство. Там можно, погружаясь, почувствовать запахи, шум волны или ощутить кожей тепло или холодно. И вот эта смена чувств, она как будто что-то расколдовывает и начинает отыгрывать и лечить. С помощью абстрактных открыток можно вспоминать и улавливать колорит сновидений и попытаться открыть секрет загадочного мира, в который мы погружаемся каждую ночь.
И, возможно, среди цветовых подсказок сна найдется ответ на важный для вас вопрос.